Приветствую, друзья! Сегодня я вам покажу, как я делал мягкие стулья с каретной стяжкой. 2 недели работы за 15 минут. Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Сначала необходимо распилить фанеру. Для сидушки использую 12-мм фанеру. Убираю заусенцы грубой наждачкой. Промазываю перемычки ПВА. Временно фиксирую скобами. Переворачиваю, зинкую, просверливаю отверстия под саморезы. Если отверстие не просверливать и попытаться закрутить саморезы в торец фанеры, она может лопнуть. Рукой расставляя саморезы, у меня так получается быстрее. После их закручиваю. Промазываю другую сторону ПВА. Выравниваю нижнюю и верхнюю часть относительно друг друга. После повторяю те же процедуры, что и с первой стороной. В верхней части фанеры сверлим отверстие для выхода воздуха. Подготавливаю ножки к установке. Убираю лак с морилкой для лучшего склеивания поверхностей. Ножки приклеиваю на пур-клей. Он хорошо склеивает поверхность и заполняет щели. Помимо клея фиксирую саморезами сбоку и сверху. Саморезы использую 5х45 желтые или белые. Для фиксации ножек черные саморезы не использую. Также во избежание сколов и трещин на ножках предварительно делаю отверстие сверлом 3,5 мм. По периметру креплю 4-мм фанеру на пур-клей в 2 слоя. Фанеру фиксирую 16-мм скобой. На закруглениях фиксирую короткие кусочки, чтобы легче изгибать при фиксации. Если ножки крашеные, как в моем случае, то вытирайте избытки клея сразу, а если не крашеные, то можно убрать после высыхания. Выпирающие скобы можно подбить молотком. Перехожу к вырезанию спинки. Спинку вырезаю из 4-мм фанеры. Выставляю по центру. Фиксирую низ спинки. После фиксирую края и прибиваю низ спинки 16-мм скобой.
Наношу столярный ПВА на всю поверхность спинки. Также выставляю по центру вторую часть спинки. Вторую часть спинки прибиваю последовательно от центра к краям 8-мм скобой. Главное, чтобы две части прилегали плотно друг к другу и произошел процесс склеивания между собой. Далее края спинки фиксирую на 4 самореза и прохожу саморезами по нижнему краю спинки. Фиксирую две планки по 4 мм на передней части стула, для того, чтобы приподнять передний край сидушки и создать наклон. С внутренней части прибиваю планку гвоздезабивным степлером. Она послужит креплением ткани. Кстати, посмотреть обзор на гвоздезабивной степлер можно по ссылочке в описании, и где-то здесь сейчас еще будет ссылочка. Отверстие делаю 10-мм сверлом. По центру делаю усиление для возможности фиксации ручки в виде кольца. Обязательно обтачиваю острый край. Выравниваю края спинки эластичным кантом. Кант хорошо гнется, подрезается, очень удобен в работе. Перехожу к поклейке поролона. Приклею два слоя по 20 мм и один слой 10 мм поролона. Десятимиллиметровый поролон прибиваю по периметру спинки. Естественно, излишки поролона подрезаю острым ножом. Пробиваю отверстие в поролоне палочкой для суши. Высверливаю отверстие 30-мм коронкой по камню. Подготавливаю пуговицы. Вырезаю заготовки, нарезаю шпагат, обтягиваю пуговицы. Иногда пуговицы получаются с браком и плохо держатся. Для этого продеваю веревку в ушко и проверяю пуговицы. Размечаю ткань, приступая к обтяжке стула. Сначала утягиваю и фиксирую все пуговицы. После разравниваю складки, утягиваю нижнюю часть с лицевой стороны. Перехожу на боковую и верхнюю часть спинки. Натяжка ткани должна быть достаточно сильной. По мере обтягивания необходимо подрезать прибитую ткань. Это необходимо сделать для уменьшения напряжения ткани.
Вырезаю основу на сидушку из 12-мм фанеры. Не забываем про отверстие для воздуха. Клею 50-мм плотный поролон. Обклею внешний периметр 20-мм поролоном. И сверху клею 20-мм поролон. Поролон, естественно, обклеиваю 200-м синтепоном. При обтягивании сидушки важно сначала зафиксировать углы предварительными скобами, затем обтянуть заднюю часть и боковую до изгиба. После убираем временные скобы и ставим сидушку на стул. Прижимаем струбцинами и выравниваем сидушку. Прикручиваю спереди на 3 или 4 самореза, а также с задней нижней части. Подрезаю излишки синтепона с поролоном. Натягиваю ткань и фиксирую по периметру. Фиксирую утяжки. Приклею 10-мм поролон на заднюю часть спинки, чтобы скрыть утяжки. Прибиваю заднюю ткань, обрезаю с запасом, чтобы можно было ее подвернуть. Натягиваю ткань и фиксирую на дне стула. По периметру от одного края спинки снизу до другого прибиваю кант. По стыку двух тканей на спинке прибиваю декоративный молдинг. Закрываю тем самым скобы и стык двух тканей. Так сказать, красиво и практично.
Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пишите свои комментарии, что понравилось, а что нет. Не забывайте про лайки. Все, пока.